Всем привет, меня зовут Анастасия, это канал о Турции и жизни в горной деревне. Мои дорогие девчонки, спасибо вам за теплые пожелания, спасибо вам за поддержку, которую вы мне даете в комментариях, я их все абсолютно читаю. Хочу сегодня успокоить тех, кто переживает за ребенка по предыдущему видео. Если кто не смотрел, в описании оставлю ссылочку, обязательно посмотрите. Ребенок был найден, с ним все хорошо. Я после этого случая, в общем, пару дней не могла в себя прийти. И думаю, и вы мне писали, как же так, что с ним случилось. И я, в общем, не выдержала и поехала в метро, подошла к охраннику, объяснила, говорю, вот в тот день так-то, в общем, произошло. И он мне рассказал, что, слава богу, все обошлось, вызвали полицию, и ребенок, в общем, когда понял, что потерял маму, он просто взял и пошел по прямой по тротуару около километра он прошелся, но, слава богу, его нашли. Я всегда учу своих детей, говорю им, что если вы потеряли маму, стойте на месте, никуда не двигайтесь, просто замрите, потому что мама знает, где, в каком месте она вас потеряла, и обязательно придет и найдет. Но если вы тронетесь с этого места, то мама уже вас не сможет найти. Что и случилось с этим малышом. Мои дети были свидетелем этого случая, и им был очень хороший, как говорится, кто не знает, кто не в курсе, я живу в горной деревне Турции, у меня есть свое хозяйство, свои курочки. И вот недавно совсем у меня, в общем, померла курочка. Обследовав ее, у нее на попке, в общем, были какашки. Я так понимаю, что это кишечная инфекция. Вы меня часто в комментариях спрашиваете, что мы делаем со своей скотиной на ферме. У меня есть Инстаграм, домашнее производство Турции. Кому интересно, там более подробно я обо всем рассказываю и все показываю. А вообще у нас на ферме содержится... А вообще на нашей ферме у нас содержатся только козочки, за ними ухаживает мой свекор. Bak yukarıdaki evine bile bak bak. О, алло. Это, детки, не ее, и она никому не давала сиську. И нам пришлось ее сейчас заставить, потому что эти детки остались голодные. Их мама осталась на улице и не хочет приходить. Bu elde az önce. Bu siyah hiç ememiyor. Ya siyah anasını bekliyor. Bunlar emme akışı değil mi? Ay tüyler yumuşacık. Мы продаем мяско молодого козлика. А вообще моя турецкая свекровь из козьего молока делает творог, делает козий сыр, кечепиньер, потрясающе вкусный. Такой вкус я больше нигде не пробовала. Если вам интересно рецепт, в описании оставлю ссылочку, обязательно заходите, смотрите. Ну, конечно же, самое главное, я делаю из козьего молока. Иногда из коровьего мы покупаем здесь в деревне по соседству. Делаю сливочное масло. Банальным, легким способом всегда вспоминаю, была такая сказка про две лягушки, которые упали в молоко и гребли своими лапками. Дочь, что ты делаешь? Масло делаю. Масло. Это мы делаем масло из сливок. Если вам интересно, как я его делаю, пишите мне в комментариях, я вам запишу отдельный рецепт. Oha oluyor. А ну-ка, остановись. Куски масла уже начались. Давай. Вот такое мое натуральное сливочное масло, которое мы с доченькой потрясли. Оно очень вкусное, конечно. Совсем не похоже на то, что в магазине. И я, в общем, его кушаю с вареньем. Бутербродик с вареньем. Это мы так с мамой в Советском Союзе завтракали. И прям мне этот вкус прям обожаю. Девчонки, пишите мне, вы любите такие бутербродики с вареньем? Сейчас органически чистое сливочное масло в Турции найти просто невозможно, даже в деревне.
Там может быть все, что угодно, но только не сливки и не молоко. У нас даже по поводу этого вышел строгий закон, где говорится о том, что не вводить в заблуждение и не обманывать потребителей и указывать на этикетке у производителя именно тот состав, из чего состоит это масло. Вчера наш дед повез нас на рыбалку, был такой улов, обхохочешься. Alamayız burada. Эти сетки он плетет сам. Так что, кому нужны сетки, обращайтесь в Инстаграм. Он вам тоже сплетет. Очень крепкие, кстати. Вот что мне очень не нравится в Турции, я прям плакать хочу за эту красивую страну, потому что вот это вот везде вот такая вот фигня. Люди совершенно не заботятся ни о чем. Посмотрите, что творится. Правительство старается следить за этим, но, как видите, за всеми не уследишь. Крепко держишь? Иду. Сделали одно доброе дело. О, уплыла. Совсем махонькая была. Сегодня с утра с сыном мы пошли в магазин декоративной косметики. Называется он «Гратис». Мне он очень нравится. Там очень большой выбор ухода как за лицом, так и за телом. И также там цены очень доступные. Пришли в магазин с сыном. Что значит мужик? Все, он здесь прилег, а я здесь хожу, косметику выбираю. Ты не встаешь? Пришла домой, а дома черти что, потому что мой муж собирался на какое-то собеседование и, в общем, одевался без меня. Носки искал, туфли искал, ремень подбирал себе, брюки. И, в общем, что у меня творится после него? Надо ходить и подбирать, убирать все. Девчонки, напишите мне, у всех мужья такие? Пришлось немного прибраться и готовить, конечно же, обед. Сегодня у нас на ужин традиционное любимое блюдо турок – куру фасолия. Его, в общем, на ночь сначала просто в воде отмачиваешь. С утречка вот я поставила в водичке ее вариться. И дальше потом покажу, что я с ней делаю. Девочки, напишите мне, пожалуйста, существуют ли лайфхаки для того, чтобы плита всегда была чистая. У меня она всегда застранная, сколько бы я ее ни мыла. Берем одну луковицу, мелко режем и обильно налив масла. У меня, например, оливкой, но вы можете другое. И нужно это дело поджарить. Сюда можно добавить болгарский перец, можно добавить мясо. Но мы едим вот в таком виде. И добавляю сюда. У меня вот такие помидоры есть. В банке закрываю я на летом. 2 ложки этого. Но если нет, вы можете добавить просто томатную пасту. Пол-ложки томатной пасты. И немножечко это тоже поджарим. Бросаем сюда нашу отваренную фасоль. Воду, конечно же, нужно слить. И добавляем фасоль. Чтобы слегка покрыла нашу фасоль. Она у нас уже почти готовая. И закрываем на медленный огонь.
Ой, девочки попросили мою дочку нарисовать картину. Мы выбрали Пикассо. Я прокляла все на свете. Это такая, оказывается, у него такие математические картины. В общем, отмеряла, измеряла. Не зря мы в школе чертения проходили. И был у вас такой предмет? Пишите мне в комментариях. А сейчас раскрасим и посмотрим, что получилось. На дворе у нас глубокая ночь, а я только-только закончила эту картину. Я к художеству не имею никакого отношения. Просто я в детстве любила рисовать, срисовывать. И, в общем, вот что у меня получилось. Если у меня на канале есть художник, прошу вас написать свое мнение. Моя дочка отнесла эту картину, ее, в общем, повесили на школьную выставку. И она после этого принесла ее домой. Я думаю, ну что ж добру пропадать, дай-ка я ее повешу на стену. И вздумала с ней ее повесить прямо напротив кровати, где спит мой муж. Он вот здесь и спит, и как раз получается лицом прям к этой картине. Он сегодня, когда увидел, мне говорит: ё-моё, говорит, убери нафиг отсюда. Говорит, это что за шайтан, говорит, здесь такой? Я, говорит, ночью проснусь, говорит, и перепутаю его, говорит, с кем-нибудь. Еще у меня приступ будет. Дьявольская какая-то морда, говорит, которая на меня смотрит. И, вы представляете, мне пришлось поменять ее место. А еще лучше он сказал мне ее просто выкинуть. Напишите мне, девчонки, что бы вы сделали на моем месте. Выкинули бы, поменяли бы место или как мне быть? В общем, я немножко запуталась. Позже мне позвонила моя единственная турецкая подруга. Она у меня более такая религиозная. И позвала меня на пикник на природу, поболтать, посплетничать и поделиться со мной маленькими секретами своей счастливой семейной жизни. Мне пишут в комментариях, в какую дыру я попала и куда я уехала. Понятие красоты у всех разное, поэтому нам друг друга не понять. Я очень люблю природу, и горные деревни – это мой осознанный выбор. Это моя подруга, добрейшей души человек. И я вам всегда говорю, не делите людей по национальности, а делите на хорошие либо плохие. Hayır saçım şey. Saçım boyadım. Kekleri alıyorum. Ben sana dedim mi? Bak. Acıyor mu? İstemiyor fazla da acı çekiyor. Ay ne güzel. Onlar konuşunca kaçıyorlar. Кто-то ловит рыбку, а кто-то черепах. Kanka 2 tane daha geliyor. Orada az önce kafalarını çıkardı ikisi. Вот этот ослик, который у нас кричит под окном с утра. Водички пришли попить с пастухом. А эти все городские дамы побежали в машину, испугались. Бросили меня тут одну. Первый секрет, которым она мне поделилась и посоветовала мне, это не спать отдельно от мужа, в каких бы конфликтах и какой бы ситуации у вас в доме не было. Потому что объятия важны не только для близости и сближения, но также научно доказано, что регулярные обнимашки очень хорошо влияют на здоровье. Второй секретик. Она мне сказала, что мужа всегда нужно хвалить, особенно перед чужими людьми, так как в Турции очень принято и популярно собираться всегда семьями, пикники там, еще, в общем, какие-то праздники, и всегда присутствует очень много народу. Вы мне скажете, за что его хвалить. Ну, во-первых, этого мужчину выбрали вы сами, и в каждом человеке, не только в мужчине, вы все равно найдете какие-то положительные стороны, которые вы можете всегда ему преподнести. Третий секретик, она мне сказала, что турецкие женщины в большинстве никогда не отказывают своему мужчине в интиме.
И да, кстати, по личному опыту проживания в Турции за 8 лет я никогда не слышала, чтобы у турчанки болела голова или не было на это настроения. И четвертый совет, который она мне настоятельно рекомендовала, это очень часто делать мужу массаж, особенно после утомительного рабочего дня. И всегда одевать красивое кружевное белье. Если вам было полезно и интересно это видео, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. Так вы поможете каналу развиваться.